Всем привет, друзья! В начале ролика сегодня я буду с вами немножко одна. Ну как одна, у нас будет двое, я и мой телефон. В общем, у нас сегодня выходной. Ваня пошел с Ромашкой в школу, я пока побежала на маникюрчик. В общем, как-то так. Такие дела, такие новости. Сейчас иду на остановочку и поеду делать красоту, ноготочки. Потом покажу, что сделала. В общем, потом, если мы успеем, не знаю, успеем или нет, нам нужно в пенсионный еще с Ваней. Нужно менять снилс, так как мы после свадьбы, мы так и не поменяли их еще. Ну, как-то вроде и ни к чему было, а сейчас началось. Нам нужно сделать кое-какие документы, и для этого нужен снилс, и, в общем, понеслась. И в РЖД, чтобы нам на май купить билеты в Москву, нам нужно было в РЖД бонус программе поменять паспортные данные. В общем, короче, это замкнутый круг. Началось. В общем, сейчас бегу на ногти. Увидимся уже с вами, наверное, после маникюрчика. И уже потом видно будет, успеем, не успеем в пенсионный. Все потом более подробно расскажу. У нас сегодня плюс 5. Так, немножко все подтаивает. Но вы на заднем фоне, думаю, видите, что происходит. В общем, как-то так. Все, я погнала. Так, ну все, ребят, я, в общем, закончила. Сделала вот такой френч. Заодно забрала букетик. Заказывала одной моей любимой красотке. Такой красивый день рождения у нее был. И, в общем, сейчас бегу в пенсионный. Правда, не знаю, успею или нет. Потому что до закрытия пенсионного осталось полчаса всего. В общем, если не успею, тогда или в МФЦ пойдем, он до 7 работает, пенсионный до 5. Или завтра после работы пойдем в МФЦ. Не знаю. В общем, посмотрим. В общем, получилось как, что мы после свадьбы должны же были поменять все документы. Мы поменяли только паспорта. И сейчас, когда зашли на госуслуги, там, чтобы кое-какие документы сделать, я решила вручную поменять паспортные данные. И после того, как стала менять, мне написали: подождите, проверим СНИЛС, и все. И написано: СНИЛС не найден. А соответственно, теперь я не могу ни на одну услугу записаться, ни в одно ведомство, никуда, ничего. И поэтому надо срочно делать СНИЛС. В общем, не знаю, сейчас успеем, нет. И если не успеем, то либо сегодня в МФЦ попозже пойдем. Кстати, прохожу мимо, где-то вот здесь МФЦ сейчас. Либо завтра после работы тогда пойдем в МФЦ. Как-то такие дела. Про РЖД бонус тоже потом, если кто-то не знает, дома расскажу. В общем, наверное, тут долго писать не буду, потому что очень шумно, не знаю, вообще слышно меня, нет. Пишу на телефон, без микрофона, без всего. Так что, в общем, увидимся дальше, друзья. Так, все, ребята, в общем, мы встретились с Ваней у пенсионного, и мы успели, ура! Короче, мы прибежали уже без 10:05, они работают до 5. В общем, пришли этот аппарат, где электронная очередь что-то не работает, и подошли к девушке-администратору. И, ну, я говорю, что нам нужно заменить СНИЛС, и она сама, короче, нам заменила. Буквально вот за 10 минут мы поменяли оба СНИЛСа. Единственное, что сказали, в госуслуги сутки не заходить. Надо не забыть. У меня, короче, было свернуто приложение, я его закрыла. Главное не забыть. И, блин, я вообще не знала, что, оказывается, с 2019 года отменили пластиковые карточки. И теперь просто распечатывают на обычном белом листе СНИЛС, то есть такого же размера, как у вас и карточка была, только на белом листе. И вы сами уже должны, короче, его разрезать и при желании заламинировать. Но я думаю, что все ламинируют, иначе этот СНИЛС ваш придет, я думаю, довольно быстро, короче, в негодность. В общем, так что все мы сделали. Теперь у нас есть 2 белых СНИЛСа на белых листках. В общем, надо будет вырезать и заламинировать. Ну, там заламинировать фигня рублей 50, наверное, стоит. Так что нормально, молодцы, справились. В МФЦ нам не надо. Теперь, в общем, ну, про РЖД бонус дома расскажу.
Захотелось, в общем, салатиков нам. И сейчас пойдем, сходим до Лотоса. Тут недалеко от вокзала у нас. Мы уже не раз там были, показывали вам. В общем, пойдем за салатиками. Это уже Сигма у дома, по-моему, называется. Ну да, Лотос Сигма. Одна история. В общем, на самом деле приятно удивлена, что так быстро все. Я думала, что сейчас мы придем, нам скажут: ой, извините, мы уже не успеем. Давайте как-нибудь в другой день. В общем, приходите. Ну, там девушка адекватная была. Да, очень приятная девушка. Все нам быстренько сделала сразу. И красота. Честно, очень удивлена. Приятно удивлена. Но это еще не все. Теперь надо менять и ИНН, и вообще полис медицинский. Ой, Интересно, чуть не упал. наверное, тоже надо менять. Короче, не знаю, надо посмотреть. Теперь на работу надо менять данные. В общем, понеслось. Причем столько времени уже прошло. Да, так мы и паспорта. Мы как меняли паспорта? Когда паспорта надо поменять в течение месяца после свадьбы. И мы пошли, по-моему, буквально у нас оставался один день до месяца, что ли. Да. Когда мы пошли менять паспорта. На остальное подумали, что вроде нигде ничего не надо. Нормально. Полгода почти так. Ладно, все, увидимся там где-нибудь в магазине, наверное. Не знаю. Посмотрим. В общем, все. Я решил, что я не буду таскать. Вот тут здесь такая тележка. Карельская форель по-деревенски. Ручная работа 100%. Налима манежский. Я так, кстати, не видела, что надо первый раз сделано в Карелии. 350, 350. Вон тут тоже Форель радужный кусок 470. Ничего себе. Вон мишка она сделана в Карелии. аккуратней. Рябушка, конечно. Ну, сделано в Карелии много банок всяких. Рыбка. Не только варенье, еще рыбка. Ага. На 10 рублей дешевле, чем в Магните. Супа. Это мы уже пробовали, знаем, вкусное. Нет, тут вот этот тот же, который мы покупаем, по крайней мере, что-то знакомое. Буздякский. Мы не потащим до сюда. Ну, конечно, мы только за салатами зашли сюда. Ну и так еще посмотреть, может, что взять, да. Сейчас 400 рублей. Да. Цены на мясо подросли, конечно. Но у нас, в принципе, есть. Вон свинина, окорок охлажденный, 300 рублей. Друзья, пишите ваши цены. С салатами почти это было. Кура бомбили. Это готовить. Мне все показалось, что там просто сухарики. Не, я с сухариками не люблю мясо. Мы опять перепутали салат, это там. Ладно. Мы не перепутали, я просто решила песть. Сахар 69, 69. Давайте, друзья, сравним. Пишите свои цены. Греча 99. Ничего интересного. Я, короче, для себя тут открыл халапеньо. Перец. Маринованный. Да, вообще просто шикарная штука. Пушка-гонка. Пушка-гонка, да. О, салат 239. Ну что, пойдем за салатами. Салаты, малаты. Цены на мороженое, конечно, меня вообще не радуют. У нас цены на мороженое от сотки стартуют. Что я хочу? Оливье. Что Где он еще? вообще? Сколько Оливье стоит? он там. 41 рубль Да, за 100 грамм. мужской каприз. Шубка. Шубка, смотри, дороже, чем Оливье. Мечта. Ну, естественно. Неженка, каприз. Так, а я не знаю, что. Я, наверное, тоже за оливье и все. Есть мужской каприз, а есть просто каприз. Что я раньше брал-то, я уже забыл вообще, что я люблю. Да. Что ты любишь? Ну, брал. Это, скорее всего, и негрец. А, нет, вот этот. Что, просто свекла 48 рублей? Как дороже оливье. Ну Почему да. свекла обычная дороже оливье, я не понял. С сыром еще есть.
Короче, ладно, я тогда буду оливье. Ладно, в общем, все, друзья, отключимся. Деревенский 45, мясной 84, рыбный 64. Так, в общем, мы взяли еще лепешки из тандыра, 29 рублей. Вообще нормально. Когда взяла чеснок, вот 30, ну 40 рублей, ладно. И салатики взяли 2 оливьешки, 1 рыбный с ментаем и чесночок свой соленый любимый. Я взяла маринованный, ой, он повредил. Булочки всякие. Так-то у нас дома всякие вкусные. Эти не надо брать больше. В прошлый раз ты их не съела. Вот Катина любимые пирожные. Да. А рулет, блин, что-то без орехов. У нас еще торт дома, это Наполеон. Да. А все мы на... Да, все на кассу. Жесть тут народу. Да, самообслуживание надо. Так, все, в общем, мы вышли с магазина. Купили вкусняшек, идем домой кушать. Да. В итоге, короче, подумала, что все-таки джинсы надо по мне, наверное. Думала, может, сегодня зайти, но, блин, уже, короче, мне уже хочется домой пойти покушать, потом никуда не пойдем. Завтра, может, после работы сходим. Раз в МФЦ, нам не надо завтра после работы. Ну что, тогда увидимся дома или что? Ну, короче, кончился шампунь и бальзам одновременно. И я сегодня хожу как львица с такой гривой. Не знаю, заказала, жду. Шампунь, бальзам через неделю. Да, через неделю, по-моему. На окрашивание, на стрижку записала. Красота. Весна пришла. В общем, увидимся дома, наверное, уже, друзья. Да, кстати, подписывайтесь на телеграм-канал. Да. Туда Да, там быстрее много всего будет это, фотки Мгм. Катины первые там появятся, когда она покрасится. Ну и там еще что-нибудь. Видео Стараемся выходит, понемножку выкладывать туда уже. Да, видео выходит с задержкой. Причем задержка там бывает от одного и бывает там почти от одного дня и почти даже до недели иногда доходит. Но сейчас такого нет, сейчас у нас нет запаса видео, сейчас все в делах, в делах. Но бывает так от 1 до 7 дней. А в Телеграме всегда самые свежие новости. Будьте в курсе. И снова здравствуйте, как говорится. В общем, ребята, у вас прошло 1 мгновение, а у нас с начала записи ролика прошло несколько дней. В общем, мы когда вернулись домой, потом с магазина пока покушали, пока то все. В общем, вечером не дозаписали, потом работали тут. И вот у нас прошло несколько дней, мы продолжаем записывать наш ролик. Что у нас только не случилось на улице за эти несколько дней. Мы когда снимали, как бы, ну, погода была более-менее устойчивая, но на следующий день опять начались сильные снегопады, очень сильный. В общем, завалило все. Транспорт вообще весь стоял в городе, кругом были аварии. Это вообще жесть, что творилось. Сейчас вставим сюда кадры, показывали даже по новостям везде, и в Москве, и по московским новостям все показывали, что у нас творилось. В общем, короче, у нас пошел очень сильный снегопад, и за вечер выпала суточная норма осадков, там, если не больше. У меня мама тоже поехала как раз на троллейбусе в этот день, и за час на троллейбусе они смогли проехать там буквально, не знаю, там метров, наверное, 300. В общем, застряли на мосту. Там перед ними было застрявших 4 автобуса. Целый час они там все стояли, не могли выехать. В общем, все автобусы, троллейбусы закончили свои маршруты. Такси на то расстояние, если обычно стоило там рублей там 120-150, оно стоило от 1000 рублей и выше, и машин свободных не было, замело все дороги, все тротуары. В общем, им пришлось выходить с троллейбуса, там по колено сугробы, идти по этим сугробам. В общем, смотрите, сейчас добавим некоторые кадры. Ключевая внизу, троллейбусы, все встало. Движение все встало. Как-то выбираемся. Попробовали сверху выехать, не получается. Поехали по низу. Улица Ребникова. Стоим уже полчаса. От Нордика не можем уехать. Вот.
Ну, в общем, вы сами все видели. Что-то Ваня скидывал в Телеграм. У нас там, ну, какой-то небольшой кусочек. Но, естественно, мы не ходили, не снимали вечером и ночью, когда этот трэш весь творился. Потом на следующее утро. И у нас даже объявили день свободного посещения в садиках и в школах. То есть родители сами принимали решение, отправят ли они детей в садики, в школы. Но я думаю, что половина, если не больше, в этот день никуда не пошла, потому что все еще убиралось. Да, очень много где еще не было ни тропинок, ни дорог толком. И, в общем, у нас дети тоже остались дома. Я пошла с утра на работу, буквально через 5 минут у меня ноги были все насквозь сырые, потому что дорог нигде не было, ничего еще не было, когда я шла. Потом уже все убрали, конечно, впоследствии все эти стало более-менее, но был прям такой апокалипсис, мини-апокалипсис у нас был этот вечер, ночь, утро, короче, вообще жесть. Вот, но в Телеграм мы что-то скидывали, так что не забывайте подписываться на наш Телеграм, ребятки. После этого у нас еще и морозы долбанули, минус 17, вообще классно, правильно, апрель же на дворе, почему нет? И это, я говорю, это вот только Катюшка сказала, что надо убирать пальто, и нате, здравствуйте, минус 17. Сегодня уже плюс на улице, сейчас вот в ближайшие дни обещают там до плюс 9, в общем, погода скачет туда-сюда, у многих людей, у кого проблемы со здоровьем, в общем, скачет давление, головные боли, в общем, ну, погода в этом году над нами очень сильно издевается. Ну, как-то так. В общем, немножко о погоде, да, называется рубрика. Что хотела рассказать вам? Хотела же рассказать про программу РЖД Бонус. Ну, может быть, не все с ней знакомы, что у РЖД есть такая программа, нужно в ней зарегистрироваться, и потом за все ваши поездки, что вы будете совершать, вам будут начисляться бонусные баллы. 1 балл, если я не ошибаюсь, равен там 3 рубля 34 копейки. В общем, за каждую вашу поездку вам начисляются баллы, вы эти баллы копите и потом можете совершать бесплатные поездки. Вообще, эта программа работает уже больше 10 лет, там, я не знаю, лет, наверное, 14 уже, может быть, как-то так. И нам раньше все предлагали в ней зарегистрироваться, что мы отказывались, я не знаю, но зарегистрировались мы, наверное, года 4 назад в ней. И, в общем, уже за это время несколько раз, там, да, где-то до Питера мы покупали себе бесплатно билеты, еще кому-то, то есть там можно купить билеты не только себе, друзьям, родственникам, кому хотите, за свои баллы вы можете купить билеты. В общем, там все очень просто, если вы не зарегистрированы, но ездите поездами, можете прям в Яндексе набрать РЖД бонус, зайти на их сайт, там небольшая анкета, очень легко заполняется, вы ее заполняете, вам присваивается номер, мы регистрировались еще в свое время в кассах РЖД, и поэтому у нас еще есть карточки, но можно просто зарегистрироваться на сайте, и у вас будет этот номер, да, сами пароль себе придумайте, и потом будете заходить по этому номеру, видеть, как у вас там все копится, и за каждую поездочку начисляются баллы. И вот я говорю, мы уже за эти баллы можно покупать не только себе, еще кому-то. И вот мы уже не раз покупали и себе, и кому-то. Можно даже на юг покупать, но единственное, что на юг мы и так знаем, по крайней мере у нас, да, очень напряжно с билетами. И бывает, что в 8 утра там, конечно, РЖД бонус подвисает, и именно билеты на юг не так просто купить. Как вот, допустим, обычно мы просто взяли, собрались такие в Питер, зашли спокойно там днем, вечером и купили билеты. Поэтому очень рекомендую. Думаю, что нам предлагали еще за несколько лет до того, как мы зарегистрировались. Думаю, почему мы не регистрировались, не знаю. Не вникали как-то в подробности, в суть. Все кажется, мне кажется, что ну, что-то здесь где-то какой-то подвох, да. Но в итоге очень рада, что мы зарегистрировались, правильно сделали, и баллы копятся. И на самом деле очень удобная вещь. Вот. Не будем, конечно, мы рисковать, пробовать там в 8 утра покупать билеты на юг за эти баллы. Но вообще куда-то где-то скататься, почему нет? Очень удобная вещь. Так что регистрируйтесь. Будут вопросики, пишите обязательно. По скидочкам тоже часто спрашивают. Летом этим, да, опять будет скидка детям, на которая называется «Счастливые каникулы», если я не ошибаюсь. Дети с 10 до 17 лет включительно, им будет 50% скидка на билеты. Вот, ну, также дети с 5 до 10 лет, у них и так там 50%, по-моему. Я даже вру, по-моему, 70, ребят, 70. В том году было 70, в этом, кстати, не уточняла, то, что у школьников будет, это точно дети с 10 до 17, то есть там же билеты распределяются там от 0 до 5, от 5 до 10 лет, от 10 до 17 включительно. И вот везде эта акция указана, что счастливые каникулы, это для детей с 10 до 17 лет. А для детей с 5 до 10 там еще дешевле получается. То есть в том году, по-моему, у Ромы 69%, по-моему, скидка у нас получилась. В этом году даже не смотрела, сколько будет. Но, в общем, скидка детям есть. Вот. Так, что еще? Также, если кто-то не знает, да, пенсионеры могут раз в 2 года возвращать деньги за потраченные на билеты.
То есть после поездки можно это в пенсионный фонд предоставить документы и вернуть деньги. Но это только раз в 2 года. Там даже можно как-то заморочиться и заранее, то есть наоборот, сделать так, чтобы вам оплатили. Но опять же, я говорю, учитывая, как у нас в регионе за 90 суток продается продажа билетов, это сделать не совсем реально. Поэтому проще уже купить и потом вернуть. Как-то так. Как-то так. А у нас опять у нас с продажей билетов беда. В общем, ради интереса зашла сегодня опять посмотреть. Сейчас у нас должны продаваться на начало июля билеты. Билетов нет. Думаю, в чем же, да, проблема? Там 1, 2, 3, 4, 5 июля билетов нет. И, в общем, мы написали в РЖД, и нам сказали, что опять, ребят, корректируется расписание. Опять в связи там с этими ремонтными работами. В общем, попродавали билеты какой-то период, и опять 25. Не знаю, когда откроют, сказали, следите, ждите. Поэтому кому сейчас покупать, нам ладно еще в мае, на август покупать, но и то немножко волнительно. А кому сейчас в апреле на июль покупать, это опять сплошная нервотрепка. За сколько суток откроется продажа билетов, опять уже явно не за 90. И я думаю, что раньше, чем за 45, но, в общем, нужно жить в приложении. В общем, такие дела. Сейчас в ближайшие дни я уже иду на окрашивание, буду красить волосы, подстригаться. Свадьба у меня у сестры в этом месяце, поедем на свадьбу. В общем, пока как-то так. Пока, наверное, на этом все. Наше видео буду заканчивать. Всем, как всегда, огромное спасибо за просмотр. Пишите в комментарии, обязательно пользуетесь вы приложением, не приложением, в смысле, естественно, а сервисом РЖД Бонус. Пишите, очень интересно. Задавайте, если что, любые вопросы, там, по скидочкам тоже, чем смогу, тем помогу. В общем, как-то так. В общем, мы с нетерпением будем ждать ваши лайки, комментарии. Ну и до новых встреч. Пока-пока.